Почему психолог не дает советов? Первый момент важный. Совет – это то, что дается с экспертной позиции. Я в чем-то эксперт, вы у меня спрашиваете, и я вам говорю, как правильно делать. Например, вы приходите к карьерному консультанту, да, и задаете вопрос, как мне правильно написать резюме, чтобы получить такую-то позицию, такой-то компании. И карьерный консультант, как эксперт, говорит, смотрите, пункт первый, нужно написать свои победы на этом профессиональном поприще. Второе, нужно написать свои сильные стороны. Третье, нужно как-то там завуалировать какие-то слабые места вот таким вот образом. То есть он рассказывает, как правильно это делать, как правильно написать резюме. Или вы приходите к консультанту, например, который занимается продажами в бизнесе. У вас есть бизнес, и вы задаете вопрос. Пожалуйста, уважаемый консультант, расскажите мне, подскажите, как увеличить продажи в моем бизнесе. Консультант смотрит и говорит, так, вот здесь скрипты чуть-чуть другие, вот здесь там дополнительных людей в отдел продаж, вот здесь дополнительный контроль, вот здесь еще что-то, и продажи повысятся. То есть консультант в данном случае рассказывает, что делать из своей экспертной позиции. Это называется экспертное консультирование. Так вот, любое психологическое консультирование, оно априори не экспертное, оно процессное. Это другой вид консультирования. Вообще нужно различать, да, есть экспертное консультирование, когда к человеку приходит, и он с точки зрения эксперта в той области, где он консультирует, рассказывает, как вам поступить, что вам делать. Это экспертное, есть процессное. Процессное – это когда консультант организует процесс таким образом, что клиент сам находит решение. Так вот еще раз, все, что касается психологической сферы, это все процессное консультирование. Это не исключает, что где-то точечно психолог может дать рекомендацию, это бывает, но в целом и в общем фоново это процессное консультирование. То есть это организация взаимодействия между психологом и клиентом таким образом, чтобы клиент сам нашел решение в своей ситуации, потому что ни один психолог не знает, нет такой экспертности, чтобы кто-то знал за вас, что вам делать с вашей жизнью. С вашим резюме, да. С вашим автомобилем, да. С вашим, например, бизнесом, с вашим отделом продаж вашей компании, да. Но с вашей душой нет. Это другая история. И только вы знаете, как для вас правильно. Более того, когда клиент приходит к психологу, он уже знает, что он хочет сделать. То есть он приходит, говорит, психолог, уважаемый, подскажите мне, вот такая ситуация, что мне делать? На самом деле, когда клиент так ставит вопрос, он всегда уже знает, что ему делать. Но есть какие-то чувства, да, которые не дают ему это решение воплотить в жизнь. И реальный запрос к психологу звучит так, вот если бы, да, его кто-то озвучил. Помоги мне справиться с этими чувствами, чтобы я мог реализовать свое решение в жизни. Например, приходит мужчина и говорит, у меня две любимые женщины, вот я женат и есть у меня любовница, не знаю, кого выбрать. Неправда, он знает. Что он не знает на самом деле, как справиться с чувством вины в том или в другом случае. Неважно, он решил остаться женой, решил уйти к любовнице. С чем он столкнется? С огромным чувством вины, что одну из женщин он якобы предал. И вот как с этим быть, он не знает, это правда. Вот здесь святая правда, он не знает, как быть с этим чувством. Но и вы не знаете, как психолог. Но что вы умеете, что умеет делать профессиональный психолог, это так организовать процесс, чтобы постепенно это стало возможным. Это вопросы и переосмысления ситуации, это вопрос прояснения своих чувств, это вопрос расширения внутреннего контейнера, многих вещей, но только не советов, что делать. Когда у психолога есть соблазн рассказать, что делать, это на самом деле проблема психолога. Это бессознательная попытка убежать от сложных чувств также вместе с клиентом. Потому что легче сказать, уходи к любовнице или уходи к жене, оставайся женой. Все. И как будто бы решили ситуацию.
но ситуацию не решили на самом деле. Поэтому, когда вам, как психологу, например, если меня смотрят психологи, да, если вам очень хочется дать совет клиенту, понимаете, что вы зашли в ту зону, где вы также бессознательно вместе с клиентом бежите от чувств. И останавливайте себя, спрашивайте, что сейчас происходит между мной и клиентом. От каких таких вот сложных состояний я пытаюсь убежать. И тогда это профессионально, и тогда вы как раз начинаете, вот этот вопрос начинает создавать то пространство, где клиент постепенно видит возможность прожить те сложные чувства, которые не дают ему реализовать то решение, которое, повторюсь, внутри него уже есть. Да? Мы все уже, когда приходим, говорим, что делать, мы знаем, что делать. Но, повторюсь, есть другая сложность. Сложность справиться с теми чувствами, которые, как нам кажется, возникнут при реализации того или иного решения.